Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня я вяжу очень красивую сумочку из рафии, но для этой модели подойдет любая тонкая пряжа, джут, полиэфирный или хлопковый шнур. Я использую ручки из натурального бамбука, очень эстетичное и гармоничное сочетание. Размер моих ручек 14 сантиметров в диаметре. Также приготовила сантиметровую ленту. На каждом этапе озвучиваю размеры и рядность моих заготовок, чтобы вы легко пересчитали на свой материал. Ножницы и вязать буду крючком 4 мм. Вы подбираете крючок под свою пряжу. Видео подойдет для новичка, очень простое и понятное, сумочка стильная и очень красивая. Подписывайтесь на мой канал. Все необходимые ссылки для заказа инструментов и материалов оставляю в описании под этим роликом. Переходим к работе. Я набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой. Подхватываю рабочую нить и формирую первую петлю. Далее мне потребуется 50 воздушных петель. Длина цепочки получается около 36 сантиметров. Перехожу на вязание первого ряда, пропускаю первую точку, крючок буду вставлять в заднюю перемычку следующим образом и провязывать столбик без накида. На лицевой части остаются 2 дужки кромочной косы, следующая точка и новый столбик. И так далее. Подхватываю заднюю перемычку, провязываю столбик без накида. Столбики провязываю достаточно свободно, вытягивая их пышно. А кромочную косу на будущий ряд компактно, не растягивая ее, чтобы по полотну не было больших отверстий. Вяжу до конца ряда. У меня получается 49 столбиков в ряд. У меня последняя точка, и в эту точку я провязываю сразу 2 столбика. Первый, сюда же вставляю крючок, второй. Фактически делаю добавление. Петля подъема, переворачиваю вязание и здесь добавленную точку пропускаю. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы в следующую точку. Таким образом у меня сформируется ровная кромка. С этой и с этой стороны я буду делать то же самое. Сейчас вставляю крючок в каждую следующую точку за обе дужки, вытягиваю достаточно свободно высоту столбика и компактно провязываю, формируя кромку на следующий ряд. Снова столбик без накида. И так до конца ряда. Во втором ряду у меня снова последняя точка, и в нее я провязываю 2 столбика. Первый, сюда же вставляю крючок, второй, петля подъема, переворачиваю полотно, пропускаю петлю подъема, добавленную точку, вставляю крючок в следующую точку, снова столбик без накида. Так вяжу третий ряд. Обращаю ваше внимание, что кромка формируется ровной из-за того, что я в конце ряда делаю добавку, а в начале ряда ее пропускаю. Вяжу до конца этого ряда. С третьего ряда я не провязываю фактическое добавление в конце ряда, а просто провязываю лишний столбик. Вот последняя точка за обе дужки кромочной косы, это последний столбик. И лишний столбик я буду провязывать в кромочную точку, тоже вставляя крючок, подхватывая 2 нити. Это и будет добавка, петля подъема. В следующем ряду я ее пропускаю. Петля подъема, добавленный столбик,
Следующая точка, столбик без накида. С этого ряда все повторяется из ряда в ряд. Вяжу 49 столбиков в ряд, 50 добавляю, его же пропускаю в начале ряда. Сейчас у меня провязана следующая часть сумки. Беру ручку, прикладываю сложенную пополам деталь к левой части. Это глубина изделия. У меня получается 18 сантиметров. Эти 18 сантиметров будут навязываться по следующей траектории. Здесь, здесь, здесь и закончатся, соответственно, на противоположной стороне. Здесь. Поэтому мне сейчас, я просто здесь кладу крючок, нужно замерить расстояние от этой точки до этой. Такое количество рядов мне необходимо будет навязать. Я замеряю примерно. Вы можете сделать с помощью нанесения формы сумки на бумагу. Вот у меня получается 80 сантиметров. Сейчас ряд за рядом навязываю деталь, пока ее размер в высоту не будет около 80 сантиметров. Продолжаю работу. Ряд за рядом вяжу все точно так же, как предыдущие 3 ряда. В какой-то момент у меня закончился очередной моток пряжи. Я разворачиваю свою нить с одной и с другой стороны и с помощью самого простого клея карандаша проклеиваю около 1,5 сантиметров глубины. Прикладываю одну сторону к другой и сворачиваю так, как ниточка была свернута. Самое незаметное и простое соединение пряжи из всего вязания. Продолжаю вязать ряды до необходимого размера. Сейчас у меня провязано 86 рядов. Я удаляю крючок, складываю деталь по длинной части, хорошенько подтягиваю по центральной, разравниваю и меряю центральную часть от этой точки до этой. У меня ровно 80 сантиметров, как я и планировала. Теперь я перехожу на обвязку крайней части. Здесь мне нужно вывязать выточки таким образом, чтобы сумочка собралась вокруг ручки. Итак, возвращаю крючок. Здесь провязан последний столбик. В эту же точку провязываю еще один столбик для того, чтобы повернуть на этот край. С этого края мне нужно определить центральную часть. Еще раз, у меня 86 рядов. Получается, отсчитываю 43 ряда и маркирую эту точку. И от этой центральной точки мне необходимо сделать защипы с одной стороны и с другой стороны навстречу. Я отступаю от этой точки немного, получается, ряды буду считать парами. Одна пара, вторая, вот третью пару складываю пополам и защипываю к центру. Здесь можно вставить маркер, чтобы зафиксировать. Готово. Далее отступаю еще и делаю еще один защип. Я уже просчитала, по моему размеру детали у меня получится около 5 таких защипов. Все верно. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь в начале осталось несколько свободных рядов. Я перешла уже на обвязку. Вставлять крючок буду напротив каждого ряда. Здесь уже сразу подхватываю складку свою. Первый столбик. Далее протыкаю все 3
части залома своего, складки, чтобы не было провалов и складки были хорошо зафиксированы, тогда они будут смотреться очень аккуратно. Здесь можно удалить первый маркер, протыкаю залом и основание, провязываю столбики без накида. Далее двигаюсь к следующему маркированному залому и так до центральной части. Еще раз обращаю внимание, у меня получилось 5 складок, которые смотрят в левую сторону. Здесь делаю то же самое, только эти складки смотрят в правую сторону. Все они направлены к центральной части. Фиксирую точно так же с этой стороны и продолжаю до конца ряда. Здесь у меня заканчивается ряд, я провязываю последний столбик и перехожу на обвязку этого края. Здесь просто провязываю соединительные. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы. Двигаюсь до следующего угла. Я перевернула заготовку и наметила центральную точку. С этой стороны то же самое. 5 защипов справа, которые повернуты к центральной части, и 5 защипов слева. Прохожусь такой же точно обвязкой. Здесь у меня последние 2 соединительные и перехожу на столбики. Первый в угловую точку. Далее напротив каждого ряда. Десять складок провязано. Здесь точно так же перехожу на соединительные. В следующей угловой точке у меня закончится ряд. Отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю ее полностью и здесь в последнее звено увожу край наизнанку, после чего возвращаю в исходную точку. Край нити можно спрятать с помощью иглы или крючка потоньше по изнаночной стороне. Основная часть готова, осталось совсем немного. Мне нужно обвязать ручку с помощью той же самой рафии. Подхватываю нить, фиксирую край начала и провязываю первый столбик вокруг ручки. Далее буду работать только нитью. Набрасываю нить на крючок и провязываю следующий столбик. Снова крючок не меняет своего положения, набрасываю нить и с помощью этой же нити провязываю следующий столбик. Так мне необходимо провязать количество столбиков, которое соответствует половине ручки, так как я планировала, что она будет утоплена ровно наполовину. Здесь у меня 40 точек. Соответственно, здесь мне нужно провязать примерно 40 столбиков. Отрезаю нить с хорошим запасом до метра и вытягиваю нить. Далее вставляю край нити в иглу. Количество столбиков обвязки и количество точек по полотну может немного отличаться. Это можно скорректировать в процессе пришивания, вставить иглу 2 раза в какую-то из точек. Здесь я использую самые простые стежки туда-обратно. Вначале хорошо фиксирую нить, придерживаю, подтягиваю. Дальше нить будет зафиксирована и работу выполнять будет проще. Вывожу с одной стороны, ввожу с другой.
за обе дужки кромочной косы. Обе ручки пришиты, хорошенько закрепляюсь в край, еще раз проводя нитью вокруг ручки. Точно так же создаю узелок по изнанке и прячу нить. Сумка получилась очень стильная и эффектная, объемная и вместительная. Я не буду вшивать подкладку в свое изделие, потому что все и так аккуратно и лаконично смотрится. Итоговые размеры моей сумочки: ширина 48 сантиметров, эффективная глубина 20 сантиметров, общая высота изделия 30 сантиметров. Прекрасно впишется как в городской стиль, так и как пляжный вариант. Очень вместительная и крепкая. Для моей сумки был предусмотрен еще дополнительный декор. Но результат настолько меня порадовал, что, скорее всего, эти стразы я оставлю для следующего изделия, где они будут смотреться уместней. Напишите свое мнение в комментариях, как считаете, пришивать сюда камни или оставить как есть. Сейчас очень модно сочетать несочетаемое. Гламурный визуал и натуральный стиль очень здорово сочетаются и эффектно смотрятся. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Напоминаю, все необходимые ссылки оставила для вас в описании.